Когда будете осматривать достопримечательности Парижа, обязательно побывайте в Нормандии. И, конечно же, заедьте в Руан, историческую столицу Нормандии, центр одноименного региона на севере Франции. Вы с удивлением обнаружите, что Нормандия не только не уступает Парижу по красоте, но во многом даже превосходит столицу Франции. Тем более, что путь из Парижа в Руан очень живописен. В Руане насчитывается 62 тысячи домов, из которых 54 тысячи являются местами постоянного проживания. Большая часть современных жителей Руана, около 50%, заняты в сферах торговли, транспорта и услуг. В Руане преобладает морской климат с большим количеством осадков. Зимы здесь мягкие, а лето не жаркое из-за влияния пролива Ла-Манш. Древнее поселение Ратамагус на месте современного Руана появилось в галлоримскую эпоху и являлось центром племени кельтского народа велиакасов, чьи земли располагались в долине Сены. Городское поселение на правом берегу Сены образовалось в период правления императора Октавиана Августа и стало вторым по величине городом Галлии после Лугдуна. Начиная с 841 года в долину Сены часто наведывались норманы, которые в том же году разграбили Руан. Норманы снова напали на Руан в 843 году. По условиям мирного договора с франкским королем Карлом Простоватым, предводитель викингов Роллон получил во владение Верхнюю Нормандию и приобрел титул графа Руанского. В 911 году город стал столицей герцогства Нормандия. Начиная с эпохи норманнов, Руан стал портовым городом, торговавшим с большим парижским регионом. Здесь также находился рынок рабов. В 1204 году вся Нормандия была присоединена к землям короля Франции. В Руане и его окрестностях широкое распространение получили текстильные мануфактуры. Купцы покупали шерсть в Англии, а готовое сукно продавали на шампанских ярмарках. В 1419 году, в разгар Столетней войны, Руаном после долгой осады овладели англичане. Начиная с 25 декабря 1430 года, в одной из башен Руанского замка находилось в заключении легендарная орлеанская дева Жанна д'Арк. Когда наступил мир, все новые постройки города выполнялись в стиле пламенеющей готики. Начиная с XVI века в них стали добавлять первые декоративные элементы, присущие стилю Возрождения. В тот период Руан занимал 4-е место в королевстве по численности населения. Благодаря поддержке местных архиепископов, а также финансистов, Руан стал одним из нормандских центров искусства Возрождения. Архитекторы и художники украшали дворцы и особняки декором в итальянских мотивах. Во время Второй мировой войны Руан был оккупирован немецкими войсками. При обороне в июне 1940 года в Руане случился большой пожар, уничтоживший весь исторический квартал. Остальные повреждения город получил во время бомбежек Нормандии союзниками. После войны центр города восстанавливали и реконструировали на протяжении 15 лет согласно проекту французского архитектора Жака Грибе. Церковь Сен-Маклу или Сен-Мало, построена в период между 1437 и 1517 годами, является жемчужиной поздней готики. Она посвящена святому Мало. Фасад церкви украшен круглым окном розой. Крыльцо из 5 ворот вдоль этого фасада выстроено по округлой дуге и увенчано богато декорированными вимпергами. 3 ворот служат для входа, остальные закрыты створками резного дерева. Здание выполнено в нормандской традиции с башней-фонарем, которая здесь также имеет функции колокольни. Шпиль был установлен в XIX веке. Ризница в восточной части, мраморные колонны, которые были заказаны в Италии, являются подражанием стилю неоренессанс. Алтарь церкви очень светлый, поскольку конструктивные особенности позволяют проникать в помещение солнечному свету. По этой же причине колонны нефа и хора не имеют капителей. Церковь была повреждена в годы Второй мировой войны из-за попадания 2 авиабомб и последующего пожара. Одна из часовен в южной части обходной галереи вокруг алтарной части храма осталась нереконструированной. В наше время в церкви осталось мало старинных витражей, а те, которые сохранились, частично составлены из современных элементов. Тем не менее, над северными вратами можно видеть Иисеево древо XV века, согласно традиции Фландрии, а над южными находится Христово распятие. Во дворе церкви Сен-Маклу расположена древняя костница квадратной формы, образованная 4 галереями из камня и фахверка. Она появилась при пандемии чумы. Черная смерть 1348 года угробила большую часть горожан.
Кладбище вокруг церкви Сен-Маклу стало слишком маленьким, и двор превратили в некрополь, ранее служивший папертью. Очередная эпидемия, поразившая Руан в 1526 году, привела к необходимости постройки 3 галерей с фахверковыми стенами. На втором этаже не было окон, и хранение человеческих останков там было упорядочено. В 17 веке в комплекс добавили 4-е крыло, похожее на 3 прежних. Оно никогда не служило костницей, священники прихода Сен-Маклу построили его для размещения школы и жилья. В XVIII веке после запрета захоронений в центре города и разрушения кладбищ весь комплекс построек был преобразован в школу. В настоящее время здесь расположена региональная художественная школа Руана, а также служба охраны исторического наследия. В городе сохранилось много частных городских особняков XVI-XIX веков, которые свидетельствуют о важности Руана и его экономическом благополучии. В архитектуре некоторых особняков заметно совместное влияние поздней готики и возрождения. Большинство особняков построено из тесаного камня, но многие имеют конструктивные элементы из фахверка. Фахверк – это каркасная конструкция, типичная для архитектуры стран Северной Европы. Она представляет собой каркас, образованный системой горизонтальных и вертикальных деревянных брусьев и раскосов с заполнением промежутков камнем, кирпичом, глиной и другими материалами. Возведение таких домов позволяло быстро строить, делать помещение дешевым, теплым и долговечным. Конструктивные элементы фахверка создавали оригинальный орнамент, зрительное впечатление усиливается разноцветной окраской. Смотрится это просто замечательно. Наружное и внутреннее убранство кафедрального собора Нотр-Дам или Руанского собора повергает посетителей в настоящий культурный шок. Собор вобрал в себя черты всех этапов развития нормандской готики. Над средокрестием собора возвышается башня-фонарь, увенчанная чугунным шпилем высотой 151 метр, она самая высокая во Франции. Башня никогда не выполняла функцию колокольни. Внутри церкви можно познакомиться с историей витражей, начиная с XIII века до наших дней. Помимо витражей, собор славится своими фасадными скульптурами. 70 статуй, размещенных на высоте от 20 до 30 метров, выполнили в период между 1362 и 1421 годами. На верхнем уровне скульптурной группы представлены статуи ангелов и святых дев, ниже которых расположены апостолы, под которыми в третьем ряду представлены статуи архиепископов. В хоре расположены могилы первых герцогов Нормандии, в том числе первого герцога Роллона и короля Ричарда «Львиное сердце», который завещал похоронить свое сердце в этом соборе в память о любви к Нормандии. С севера фасад окаймляет башня Сен-Ромен высотой 77 метров. Она названа по имени архиепископа Руана, жившего в VII веке, который по легенде победил горгулью, обитавшую на болотах Сены. Башню начали строить в XII веке. Ее первые уровни выполнены в стиле ранней готики, тогда как последний уровень и венчающая его кровля относятся к стилю пламенеющей готики. Масляная башня высотой 80 метров окаймляет главный фасад с юга. Она построена на пожертвования, собранные во время Великих Постов. Эта башня – совершенный образец стиля пламенеющей готики. Знаменитый импрессионист Клод Моне увековечил кафедральный собор в цикле из своих 30 полотен «Руанский собор». Своей известностью собор также обязан роману Гюстава Флобера «Госпожа Бавари». Этот собор потрясает своими размерами и неповторимой красотой. Даже в Париже нет более величественного собора. Знаковым памятником города являются большие городские часы, символизировавшие могущество Руана. Механизм этих башенных астрономических часов датируется XIV веком, а циферблат выполнен в XVI веке. Часы установлены в особнячке под ренессансной аркой, сбоку примыкает готическая башня Бефруа. Единственная стрелка на двойном циферблате указывает час суток. В верхнем овальном окошечке часы показывают день недели и лунные фазы. Пасхальный ягненок на гербовом щите у вершины арки символизирует длительные традиции текстильного дела в Руане. Башня и часы были полностью восстановлены. Работы длились с 1997 года по декабрь 2006 года. Кстати, 11 полотен из цикла «Руанский собор» импрессионист Клод Моне написал, находясь в этом здании. В эпоху Столетней войны Старорыночная площадь Руана стала местом казни национальной героини Франции Жанны Дарк, сожженной на костре 30 мая 1431 года. В центре площади убрали остатки прежней церкви Сен-Савер, а по ее периметру построили фахверковые дома.
В 1979 году на месте смерти Орлеанской девы возвели собор Святой Жанны д'Арк. Это большой современный архитектурный комплекс, включающий в себя крытый рынок. Крыша собора напоминает костер, на котором в том самом месте была казнена Жанна д'Арк. На месте костра поставлен высокий мемориальный крест. Одна из стен новой церкви составлена из старинных витражей собора, стоявшего на этом месте и уничтоженного авиацией союзников во время высадки в Нормандии. Французский писатель Стендаль назвал Руан Афинами готического стиля. Хотя различные гражданские и религиозные постройки Руана существенно пострадали в ходе бомбардировок и пожаров в годы Второй мировой войны, большая часть наиболее знаковых исторических памятников города была искусно реконструирована или выстроена заново. Поэтому гулять по Руану очень приятно, словно в другую эпоху попадаешь. Всем советую побывать там, не пожалеете.